See, I actually taught this to you last fall. И я в прошлой осенью вам уже преподавал вот эту часть. But we didn't have it all translated yet, so. Но к тому моменту еще не все было переведено. But now we do. Но теперь уже все. So when we're all done, you'll have a entire outline of the book of Hebrews. И когда мы закончим, то у нас уже будет полный план книги «Послание евреям». У вас будет. А важно перечитать книгу или эти 3 главы? Should they read twice the whole book Yes. or the 3 chapters, 4 No, chapters? the whole book. Всю книгу. Всю Whole book, книгу. Then it's many times reading the Bible is a good thing. Перечитывать Библию много раз — это вообще хорошее дело. The more you read it, the more you know. Больше читайте, больше знаете. Reading the Bible for many years, I'm still learning many things. И Things that я escaped me before. читаю Библию уже много лет, и все равно еще что-то новое для себя постоянно при этом открываю. Then I forget it after I read it, but anyway. Но потом я, правда, забываю то, что я открыл для себя, но так или иначе. Okay, well, I guess we can start it, but I want the answers for him. So Nina's going to print those out. Any questions you might have? Пока Нина печатает там ответы, то есть заполнены бланки для меня, может быть, у вас есть какие-то вопросы? Как ваша семья? So how is your family? They're doing good. I think, yeah. Все хорошо, мне кажется. Rachel's doing good. She's in university. И Рэйчел, хорошо справляется. Who's the youngest person in this class? Кто самый младший в этом классе? How old are you, Oksana? Сколько тебе? 20. Okay, Rachel's 20. Ну и Рэйчел тоже 20. Same age. Тот же самый возраст. She's in university right now, and she's in finals. Right now they got tests, exam. И она сейчас в университете, как раз сейчас сдает последний, финальный экзамен, тест. And she's been doing great with these ideas of outlines. I kind of like it. И она очень здорово справилась. Вообще, это сама идея конспектов таких вот, мне очень нравится. Over the last few years, I've been working with an organization called DM2, Discipleship Makers Multiply. И несколько предыдущих лет я работал с организацией DM2, умножение учеников 2. And it's very similar to what I just gave you. И это очень похоже было на то, что я вам сейчас раздал. And it's for other books. This is the book of Romans. That's what you start with, the book of Romans. И это для другой книги, это для книги Римлян. Это вот то, с чего мы начинаем, с книги Римлян. And then, of course, then you go on to Romans 9 through 16. И также, конечно же, после Римлянам 1:8 это Римлянам 9:16. But you make you present this to people all at once in different churches. It's, All at once. yeah, you teach it all at once. You take 3-4 days. Но вообще в церквях, конечно, все это преподается вместе. И с первой главы до конца Римлянам. So I've been doing this all over the world lately. 3-4 дня на это уходит, на такой большой семинар в церквях, и я это делаю по всему миру. And Rachel's been all involved. She's got a little girls group. Her girlfriends come. She's been teaching them Romans. И также Рэйчел активно в этом участвовала. У нее была группа девушек, которые собирались у нее, и она им преподавала послание. She's got the answers, and she shares the answers with the students. And Она получила книгу ответов, и она этими ответами делилась со студентами. she's got some training because she's grown up in our house. И, конечно She же, knows the Bible pretty well. она получила определенную подготовку, она выросла в моем доме, и она знает очень хорошо Библию, поэтому. So last year she had like 2 or 3 girls that would come. И в прошлом году там 2 или 3 девушки там Not собирались у нее. always, but most of the time. В доме, и у нас в доме, и не всегда, но большую часть, достаточно часто они собираются. Sometimes no one would come, Иногда никто, правда, не but приходил. she still kept on doing it. Но она все равно продолжала это делать. This year she has almost 8 girlfriends coming, И в этом году уже 8 девушек приходят постоянно. and she's teaching Galatians now. There's another one for Galatians, И теперь она преподает послание к Галатам. and she has another person that she's doing По Галатам. as well, another group. И также есть On у Saturday нее mornings. еще одна группа, это в субботу утром. And then all of her girlfriends and other friends got together. И вот так, то есть и потом все вот ее подруги и там другие друзья, они собираются вместе. And they got together and got other people together.
И также приглашают еще других людей вместе. And we put on a Romans 1 through 8 workshop over a, it was a holiday И weekend в течение in праздников, January. в течение вот в январе, вот когда на праздничные выходные, мы прошли по римлянам с 1 по 8 главу. And we had 20 to 30 people come to this. И на вот это событие 20-30 человек пришло. Several of them were unbelievers. И некоторые из них были неверующие. They sat long hours listening to this. I was just in shock. Они сидели часами, слушали вот это, я был в шоке. We had a Mormon that was sitting next to me. He had a big Bible, И у нас также там вот мормон сидел рядом со мной буквально с здоровенной Библией. What kind of Bible is this? He never opened it. Я говорю, что это за Библия? Ну ты при этом ее ни разу не открыл. So he got up and walked out. They had a break. И, ну, то есть он поднялся и вышел, там был перерыв. So I looked at his Bible. It was a Mormon Bible. И я смотрю на его Библию, о, это мормонская Библия. And then after the workshop, he asked his parents if it would be okay if he become a Christian. И после вот этого, скажем, семинара он спросил у своих родителей, нормально ли будет, если он станет христианином. And then there's other friends that Rachel had that came that she works with or that she goes to school with. И she hasn't came. She has friends that she works with or Да. goes to school with. И также у нее есть Or друзья, both. с которыми она работает или с которыми вместе учатся, Who have never heard this kind of material. которые никогда не слышали материал такого рода. Salvation by grace. То есть о спасении по Strong emphasis. благодати. Salvation by grace. Да, то есть Strong emphasis. да, то есть которые не слышали материалы, где спасение по благодати, ну, то есть это сильный акцент. And the three phases of salvation, what that means. И которые не понимали толком, что значит вот эти три фазы спасения. So I was involved, my son was involved, and other men were involved. It went great. И я в этом участвовал, сын мой в этом участвовал, ну и также другие члены нашей церкви. So this method is a good outreach to other Christians И and unbelievers too. этот метод – это хороший способ достигать и других христиан, и неверующих. A lot of Christians are ignorant of their Bible. It's amazing. И многие христиане, они совершенно невежественны, не знают толком свою Библию. So I've had a good time teaching Romans, and I also have other men to help me. И также, поэтому это You было do this with a team of teachers, not just one person. хорошее время, когда вот я преподавал римлянам, и не я один, а это были и другие люди также, и мы сейчас собираем такую команду преподавателей, чтобы преподавал не я один. So I just came back from Mogilov, and we just did Romans now in Mogilov. И вот я вернулся сейчас вот только что из Могилева, и мы вот такой семинар делали там. So I myself and Vasha Munko. Вася. Vasha Munko. Да, я это делал и Вася Мунько. He's one of the first graduates of this school. Это один из первых выпускников этого He has колледжа. a church in Lviv, И у него во Львове церковь. so he met me in Mogilov. И вот мы встретились с ним в Могилеве. And then a couple of the leaders up in Mogilov, the church helped out to teach too. И некоторые лидеры там церкви в Могилеве также они помогали в преподавании. And then Wednesday we're going to start another one here in Ukraine, Wednesday night. И в среду мы начнем, в среду вечером мы начнем еще один семинар здесь уже в Киеве. So after class I'm going to Sinovki. Я поеду в Sinovki. Синкивку. Где? Да. После занятий я вот поеду вот в Синкив. В Синкив, да. Sinki? Oh, I thought it was Sinovki. No? How do you pronounce it? Синьковка по-русски. Sinkovka. Oh, okay. Sinkovka. Барши. Возле Барши. So, and we did a Romans workshop in Badashivka И вот мы сделали такой вот класс по last римлянам, November. семинар по римлянам в Барышевке. And some people from the church in Sinovki, или yes. И некоторые Синьковка. люди из церкви Синкивки. So they were there and they invited us, well, we'd like to do it in our church. И они были на семинаре в Барышевке и сказали, что мы хотим у себя такой же, и они пригласили меня в свою So церковь. this is great. I mean, it's wonderful. И это великолепно, это чудесно. So myself and then Zhenya Savchenko, the pastor, И я, и Женя Савченко, пастор, Dan Pollard, another pastor there, lives in Badashivka, Дэн Пауэр, другой пастор, который живет в Барышевке, and then another leader of the church, Vasily Molnar, и еще один лидер церкви, Василий Молнар, and then the pastor of the church in Sinovki,
Simkovka. И пастор церкви в Симковке, He'll be helping us to teach this. So они будут нам помогать это все учить. yeah. Will we have a 9 from 216 another part in Kiev? We did last year with 1 to 8. Well, I've been trying to get people to move on this, but I cannot get a positive response. If you want to do one, By Musser. well, it can be arranged if you're serious. Я спросил, мы в прошлом году делали с 1 по 8 семинар для 9 по 6, с 9 по 16 мы не делали, поэтому я спросил. А он ему сказал, ты можешь сам это сделать. Are you going home for spring break? No. I'm okay. Maybe spring break, you guys can organize a workshop. You've got plenty of teachers that can do this. You talk to Oleg. You can talk to, I got people. If you want to arrange a workshop, do it. But you will leave. Yeah, but you got people here that can teach that. То есть он говорит, что во время каникул вы можете, поскольку многие остаются здесь, вы можете организовать такой семинар, и даже в его отсутствие, говорит, у вас здесь достаточно учителей, которые смогут его It провести. would be time well spent. И это будет полезное время. I got some guys that could help teach that too. If I could talk to a few people here in Ukraine, it would be very good. Yes, Sergey. И у меня здесь люди, которые могут помочь с преподаванием. Расскажите за вот эту программу DM2, что это такое? Can you share more about this program DM2? Yeah, it was started by Brett Nasworth. И эта программа, ее начал Преподает Массер. He was a missionary in the jungle for many years in Venezuela. In the jungle. Ну да, in what country? Venezuela. Венесуэла. Venezuela. Он был миссионером много лет в джунглях Венесуэлы. And he worked with new tribes. I don't know if you've heard of new tribes. И он трудился среди новых племен, которые еще не слышали о Христе. And he was there for almost 20 years. He learned their language. И он почти 20 лет там провел в джунглях, выучил там язык местный. One of the few people that can speak that language. Он один из вообще немногих людей в мире, который говорит там на вот этом древнем туземном языке. Да, Yeah. And anyway, he was there for a number of years, and Chavez finally kicked him out. И потом он, и так или иначе, он там провел много лет, и в итоге Уго Чавес его вышвырнул из страны, бывший президент. So then he started DM2. He was a pastor for a while, then he started DM2. И вот он был какое-то время пастором, но потом он начал вот это служение DM2. And the whole point is, it's called discipleship makers multiplied. You multiply the disciples. И вся идея в том, что вам нужно умножать делателей учеников. If you wait for the pastor to do it all, it's not going to happen. Если вы ждете, что ваш пастор будет этим заниматься, то это не будет не так хорошо. And so the point is you get other people involved in spreading the material, and it's going to multiply. То есть идея в том, что другие люди будут участвовать в распространении этого материала, и таким образом будет происходить. I mean, they're not going to have the depth that the pastor will have, but still they can spread it to other people in their own way, in their own circumstances. Несмотря на то, что, может, они не смогут преподавать это так глубоко, как преподавал бы пастор, но, тем не менее, они будут передавать этот материал дальше и на своем уровне. And when you have to teach something, you actually learn a lot more than the person you're teaching. That's just how it is. It's the law of the teacher. Так устроено, и это один из законов преподавания, что если вам нужно что-то преподать, научить кого-то, вы усваиваете материал намного лучше, чем тот, кому вы преподаете. Jesus says, the one who has gets more, right? Jesus said, the one who has gets more. Да, и как Иисус сказал, что тот, у кого есть, тому еще будет больше. Да? So if you teach something, you're going to learn a lot more than the people you're teaching. И если вы That's how it works. тот, у кого есть, тому прибавится. Если вы что-то преподаете, то вы в процессе изучаете намного больше, чем тот, кому вы преподаете. So again, if you're interested in this type of ministry, И поэтому, если вы заинтересованы в такого рода служении, let me know. дайте мне знать. Or if you want, maybe some of you might be able to organize one of these in your church. И может быть, Get some people together. может это организовать в своей церкви, может вы как-то скооперируетесь. And we'll come. И мы тогда We'll figure out something. мы что-то придумаем.
So, but you know, it is long. It's long. It's difficult to go through. Но это длинный процесс, это через него достаточно трудно пройти. So at Magilo, for example, we did all Wednesday night for 3 hours, Thursday night for 3 hours, Friday night for 3 hours. И, например, в Могилеве мы со среды по пятницу 3 дня по 3 часа на это уделяли. And most of the day, Saturday, started at 11. И большую часть дня в субботу, начав с 11 часов, Finished at 8 o'clock. и мы начали в субботу в 11 и закончили в 20 And часов. then most of the day on Sundays. И потом еще большую часть дня в воскресенье после церкви. So it's good, helpful material, and И это таким образом это хороший, полезный материал. someone that goes through that for that length of time is a faithful person. И тот, кто готов через него проходить в течение такого количества времени, это действительно верный человек. And that will help you realize, that's what we want, faithful people helping others to be discipled. И это таким образом вы можете вычислить в вашей церкви верных людей, способных быть учеником и учить других. So if you've got some training, some Bible training, this material is great. И если у вас есть какая-то базовая библейская подготовка, если какое-то образование, то такой материал вам будет очень полезен. Получается, вот этот человек разработал на все книги Библии такие. There might be an opportunity, maybe you could do some in Hebrews. So, did this man prepared all this such material on the whole? Well, there's a variety of different people. Там несколько разных людей. So we have Romans done, То есть уже закончили материал. 1 through 8, 9 through 16, we have the life of Christ. That's on Russian, by the way. Life of Christ, it's In Russian. да, Life of Christ. жизнь Христа. То есть также на русском есть такой материал, он готов. But yeah, there's other material, New Testament, Old Testament. Ну, есть также другие материалы. It's a whole curriculum. Ветхий Завет. Там 1 Corinthians, полный учебный курс, то есть там есть первый Galatians. Коринфянам тоже, Галатам. Revelation. I mean, there's a lot of stuff. Он сказал, кстати, да, еще, что я не успею перевести, что вы, в принципе, можете уже после этого курса что-то подобное делать по посланию к евреям, используя данный вам материал. Thank you, Nina. I will make for them their portions a little bit later. Yeah, at the end of the day it'll be fine. Yeah, don't worry, thank you. Yeah. So there's the syllabus done. И вот это вот ваш план курса. And we have taught Romans 1 through 8 2 times in Kiev now. И мы уже римлянам с 1 по 8 главу преподавали 2 раза здесь. We've taught it in 2 different churches in Lviv. Говорили также в 2 разных церквях во Львове. And we taught it. Ваш план. Thank you. We taught it also in. We taught it also in Barashivka. И преподавали также в Барышевке. And pretty soon we're going to be in Simkovka. И очень скоро мы это повторим в Симковке. And now, we've done 2 Romans 9 through 16 too, as well. Дважды мы также проходили римлянам с 9 по We did one in 16. Barashivka and then one in Lviv. Один раз в Барышевке, второй раз в Львове. And then Magilo invited us to come back. И в Могилеве нас также пригласили приехать с So нами. maybe sometime in the future we'll go do Romans 9 through 16 up there too. И может быть когда-то мы туда вернемся и проведем по римлянам с 9 по 16 главу. And anyway, this is really a neat ministry, И так или иначе, это служение очень нужно и важно. especially for people like you, perhaps, in the future. In the future, when you get done with this school, there's some things you might be able to do, maybe. И особенно в этом служении, это служение нуждается в людях, подобных вам, которые прошли через подобное образование, And подобную you can подготовку. be another Rachel. И может быть вы станете Need more следующим than. Рэйчел, и может быть вы даже превзойдете Рэйчел. Yeah. So if you can do that in America, what we did, I mean, you can do it anywhere. И если вы можете это делать в Америке, то вы это можете делать везде. No one cares in America. Всем Nobody все cares. до лампочки. В Америке вообще всем все равно. And I was surprised we had 20 to 30 people came. И я удивился, что в Америке собралось 20-30 человек. Now Sunday was the worst day. We had like 15 to 20 that came on Sunday. Но в воскресенье было хуже всего, потому что в воскресенье пришло там от 15 до 20 человек. There was a really important football game.
Потому что очень важная игра была футбольная в этот день. But then the next day was better, so. Но на следующий день все стало получше. Anyway, that's life. Но это жизнь, так или иначе. Okay. All right, let's get started here. И давайте начнем сейчас. And let's turn to the book of Hebrews, chapter 1 through 18. И давайте откроем книгу «Послание к евреям». Это стихи с 10 по 18. And remember, we've gone through 10 глава с 1 по 18, я прошу прощения. chapter 1 is about what? Who can tell me here? Chapter 1. Мы прошли Let's через refresh 9 our глав. memories. И можете ли вспомнить, о чем первая глава «Послание к What's it евреям»? about? Превосходство Христа. Yeah. Superiority of Jesus. Okay, so the Превосходство. Иисуса Христа, да? That would be chapter 1. Это будет первая глава. Chapter 2. Послушание. Yeah, so well, his humiliation. Смирение. 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 So what is pastushani? His obedience, or Послушание, да. it's connected, of course. Смирение. And then chapters 3 and 4, И далее главы 3-4. and then in between here in between we have the first warning, right? И между первой и второй главами там первое предупреждение, вы помните, да? И что третьей и четвертой глава warnings. То есть, So we have the first warning in between them. и вот между первое вообще предупреждение, оно между первой и второй главами. What does he warn about? И о чем он предупреждает их? О том, чтобы не ожесточились. Yeah. So, Drifting. от падения, да? Ападения. Да. От падения, Is that drifting? отступления. Отступление, отступничество. Well, that's too strong. It's more drifting. It's more like it's like you're in a raft and you're drifting down. Но о том, что вы можете отхождение. Okay, that's better, I think. Yeah. So drifting away from the Word of God. То есть, что вы можете отойти от Божьего Слова. Hebrews 3 and 4. What's that about? Евреям 3:4. О чем это? О чем эта глава? Примеры непокорных. The examples of disobedience. Yeah, the Prepodait, right? Да, generation of Exodus. Historical example. Here's the second warning. Исторические примеры, да? Это первое, это следующее предупреждение. Yeah. What happened to them? Второе предупреждение. Что случилось с поколением Исхода? They died in the desert. Они умерли в пустыне. Yeah. So they believed to get out of Egypt, То есть они верили достаточно, чтобы выйти из Египта, but they disbelieved in the desert. но в пустыне они перестали верить. So they did not enter God's rest. И потому они не вошли в Божий покой. They did not enter the promised land. И не вошли в обетованную землю. They lost their blessing. И они потеряли свое благословение. Nevertheless, God saved them. Так или иначе, Бог все равно их спас. He forgave them. Он простил их, He fed them. Он кормил их, Took care of them. Он озаботился о них Taught them Bible classes. и преподавал им библейский класс. They had the tabernacle, У них была скиния, but they still died in the desert. но они все равно умерли в пустыне. And that example is a warning for you and me. И пример, это предупреждение для меня и для вас сегодня. Okay, then chapter 5 is about what? И далее, глава 5, она о чем? Христос священник в общине. Yeah, so that now, Jesus is a high priest by the order of Melchizedek. yeah, so Sveshnik. Melchizedek is begun, but the author is worried that maybe his readers aren't ready for that. He says, you know, this is deep material. Изган. То есть, The author is worried that they're not ready, that they might not be able to understand it or accept it. Да, то есть, материал по Мелхиседеку достаточно глубокий в книге Евреям, и автор послания, он немножко обеспокоен тем, смогут ли читатели понять и принять его. The problem really isn't so much that it's deep, it's just that they have been drifting, see, and they're not going to accept Проблема it. может быть даже не в том, что материал глубокий, а проблема в том, что эти люди, они уже отходят от веры. So he's concerned that they're drifting.
И он обеспокоен именно And then he's worried in Hebrews 6 that the same thing will happen to the next generation may happen to them. See? И он предупреждает в 6 главе о том, что то, что случилось с поколением исхода, это может случиться и с вами тоже. So then we have the Предупреждение. Then we have the third warning. И вот у нас, да, третье предупреждение в 6 главе. Especially 6:1-8. И особенно это относится к 6 главе с 1 по 8 стих. But this is followed by a strong encouragement after that. Но вслед за этим предупреждением идет сильное ободрение. And then that, what do we saw? Encouragement, something. Ободрение. Ободрение. Да. 6 глава с 9 по 20 стих. And then how are we going to be encouraged? Well, then he spends the whole chapter 7 on the order of Melchizedek, right? И как он их далее ободряет, он всю 7 главу говорит о чине Мелхиседека. So we have a new high priest. Итак, у нас есть новый первосвященник. What is it? We have a change of priesthood. What does that mean? И мы поменяли таким образом свое священство. Что это значит? We have a new. И We у нас have a new priesthood. We have a new what? новое священство и Новое положение. новый что? Новый new priest, new We have a new covenant, high priest. We have New new covenant. priesthoods. Yeah, new covenant. Thank you. новый священник и новый завет. 8, Yeah. да. So we have a discussion about the New Testament, the new covenant. Ну и у нас там таким образом дискуссия о Новом Завете. And remember, we had a discussion. Новый Завет. Nobody's of yet. And then we discussed the difference between the New Testament and the New Covenant. И далее мы обсуждали с вами разницу между Новым Завещанием и Новым Заветом. The New Covenant has not been fulfilled because that requires Israel to be in the land, in the promised land, with Messiah ruling from Jerusalem. Новый Завет он еще не исполнен, потому что он исполнится, когда народ еврейский будет Мессией управляться в Иерусалиме. So now we have what do you want to call it? New Testament, New Covenant for the church, И which is a little bit different. И сейчас у нас есть как бы новое завещание, это то, что на русском переводится одинаково, но мы так сделали отличие. То есть новое завещание – это новый завет для церкви, это то, согласно чему мы живем в настоящий момент. And this would start in John 13 and would end in Revelation 3. И это началось в Иоанна 13 главе, новое завещание, и закончится в Откровении 3 главе. And this aspect was never revealed, that God would give blessings to the Church International, was never revealed before in the Old Testament. И это не было открыто, то есть это новое завещание не было открыто до того в Ветхом Завете, и никогда не было открыто того, что Бог благословит международную такую церковь, то есть это было неизвестно. But the author does not get into that conversation because that's probably a very difficult conversation for the Jewish people to accept, so he does not get into that whole discussion. Но автор, он не сильно углубляется в эту дискуссию, возможно, потому что это достаточно трудная тема для полностью еврейской аудитории, поэтому он не сильно в нее углубляется. Then we have chapter 9. What's that about? Chapter И 9. далее у нас 9 глава. О чем говорится в 9 главе? Yeah, so we have the want to show so the tabernacle, right? Да, скиния. And then how it relates to heaven. So we have a contrast between the tabernacle and heaven. Да, и вот скиния и ее связь с небесами, то есть как скиния была связана с небесами. Remember, the tabernacle was a picture of heaven. See? И вы помните, да, скиния была образом небес. And so that would be chapter 9. И вот это вот 9 глава. And that will now set us up for Hebrews chapter 10. И вот это нас теперь подводит к 10 главе послания к евреям. So connected to the tabernacle, what did they do in the tabernacle? What happened in the tabernacle? В связи со скинией, что они делали в скинии, чем они там занимались? Worship. Okay, but in what way? What did they do? Каким образом? Yeah. Sacrifices. So that now we're going to talk about sacrifices. И вот теперь мы будем говорить о жертвах. Okay, so that's sort of the little kind of a nice summary of Hebrews here. Ну и вот это вот такой маленький приятный outline для послания к евреям. And so chapter 9 we contrast the tabernacle with heaven. И в главе 9 проводился контраст, сравнение между скинией и небесами. And then chapter 10 we contrast the sacrifices of the Old Testament, animal sacrifices, with the sacrifice of Christ.
И в 10 главе будет проведен контраст между жертвами животных в Ветхом Завете, жертвоприношениями животных в Ветхом Завете и жертвой Христа. So, he has a very good argument here. И таким образом у него очень плавно и последовательно развивается мысль. And then he warns them one more time. И он далее предупреждает их еще раз. в 10 The главе. fourth warning. И это 4-е предупреждение. And that's 26 to 39. И это 10 глава с 26 по 39 стих. Chapter 11, what's that about? 11 глава, о чем она говорит? Yeah, so he encourages again, just like here. И он их снова таким образом ободряет. So he в warns and 11 главе. encourages here. Он предупреждает, а потом ободряет. See, the people haven't fallen into this sin yet. It's close. И мы видим, что эти люди, они еще не впали в этот грех полностью, но они близки к этому. Then the next generation is the example to avoid. И он показывает им пример поколения исхода, как пример того, чего нужно избегать. Some people may have already committed, they may have already died in the desert, but И многие люди, может, уже совершили этот грех, и они умерли в пустыне. most people haven't. So he's going to Но encourage большинство them людей not to go this route, not to еще avoid this. нет, они еще не зашли слишком далеко, и он их ободряет к тому, чтобы они не шли этим путем. And so that's chapter 11, И это 11 глава. how to walk by faith, Как жить верой, как which is ходить what по God wants. вере. The spiritual life connected to your daily walk with God. И это то, чего хочет от вас Бог, и ваша духовная жизнь непосредственно связана с вашим каждодневным хождением с Богом. See, the next generation had died in the desert because they didn't know how to walk with God. И поколение исхода умерло в пустыне, потому что они не знали, как ходить с Богом. They got saved, but they didn't know how to walk with God. Они были спасены, но они не знали, как жить с Богом. Most Christians have a hard time walking with God on a daily. This is harder for them than salvation, strange. И большинство христиан, они испытывают трудности именно с тем, как жить с Богом, как ходить с Богом в каждый день. Why would it be harder? И это для многих оказывается труднее, чем спасение. Да? Почему, как вам кажется, это труднее, чем Because спасение? that involves your responsibility. That's why. You Потому have что это something to do. включает вашу ответственность. Да? То есть вы здесь уже за что-то Salvation, God basically does it for you. И спасение это то, что Бог сделал для вас целиком. Right? I mean, faith in Christ, there's no works. Верите в God does Христа, everything. никаких дел, и Бог уже сделал все для вас. Now, in your sanctification, God continues to basically do everything almost. Ну и в вашем освящении Бог таки продолжает все равно делать практически все за вас. But you have responsibilities here to Но у вас grow, уже to здесь grow. появляется ответственность расти в вере. And that's where many people fall down. И вот это, вот здесь многие люди, они падают. The trail is long, you're going up the mountain. Дорога People get длинная, tired. тропа длинная, основа, если вы идете через горы, то это длинная дорога. So that's chapter 11. И вот это глава 11. And then chapter 12, we have divine discipline and the final warning of the book. И в главе 12 у нас есть, описывается божественная дисциплина, и там также содержится последнее предупреждение книги. So chapter 12 is divine discipline. 12 глава божественная дисциплина, или божественное дисциплинирование, And the final warning. и последнее предупреждение. So предупреждение. Последнее китайское предупреждение. The fifth warning of the book. И таким образом во всей книге 5 предупреждений, и вот в 12 главе 5 из них. And finally, at the end of the book, И в конце, в 13 главе, в конце книги, ethics. этика. How to live. Как жить? Specifically. Конкретно. Божественная дисциплина и Yeah, so пятое divine последнее discipline предупреждение. and the fifth warning. Forgive my summary, my poor Russian. Да, ну простите мне мой такой краткий обзор и мой несчастный русский язык. And then a few historical details at the very end of the book. И в 13 главе там несколько таких исторических Можно Yeah. ссылки в 12 главе предупреждения? Can you give us Yeah, reference? chapter 11, the whole chapter. No, 12 Chapter 11. The fifth warning. What's Oh, it would be 12 verses. It depends, 12 to 29.
С 12 глав 12 по 29 стих. But most specifically, it's 25 to 29. Но наиболее конкретно это с 25 по 29 стих. But there's a historical example of Esau given in there. Но здесь также Verses приводится 12 to 17. в стихах с 12 по 17 исторический пример Исава. And then finally, ethics. И в конце книги у нас там... Ethics always comes at the end in the New Testament. И этика всегда в Новом Завете, о ней говорится в конце. Okay, this is God's righteousness, it's not ours. See? И это божественная праведность, не наша. And God wants you to learn to put into practice the priesthood of Jesus Christ. И Бог хочет, чтобы мы поняли вот это вот, как на практике выглядит священство Иисуса Христа. And if you have a heavenly relationship with Jesus Christ, Если у вас есть взаимоотношения с Иисусом Христом, and you depend upon the heavenly truths, the realities that are there in heaven, и вы зависите от небесной истины и от той реальности, которая имеет место на небесах, and you walk by faith and count these to be true in your life on a daily basis, и вы ходите верой и воспринимаете все эти вещи как истинные в своей жизни, then you're going to have an ethics which God will accept. You'll то have a lifestyle, у вас ethics будет that God will образ accept. жизни и этика, которые будут богоугодны, приемлемы для Бога. Okay, let's take a little break. We'll come back and Давайте сделаем небольшой I перерыв, think we're introduced again. и мы снова Пожалуйста.